В этом видео вы узнаете, как по-английски говорить сочковать, лениться, лодерничать, поблажка, делать поблажки. Всем привет, меня зовут Кирилл. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал на YouTube и в Инстаграме Kirill's_English. Если вы хотите подписаться на мой Инстаграм-канал, тот же самый handle Kirill's_English для моего Телеграм-канала. Если я попрошу вас сказать кому-то «не ленись», или вы захотите кому-то сказаться «не ленись», сейчас, здесь, как бы вы это интерпретировали на английский язык? Я думаю, что первое, что у вас в голове возникло, это прилагательное lazy. Согласитесь, потому что глагол менее часто преподается, подается, и как-то в обиходе больше, наверное, люди слышат вот это вот прилагательное. Помните, что я вас попросил передать слово «не ленись». То есть это глагол. Lazy не является глаголом, прежде всего это прилагательное. Вы можете со мной поспорить, сказать: окей, мы сделаем глагол be с прилагательным don't be lazy. Но я с вами могу также поспорить и сказать, что окей, а если мы, например, не говорим о человеке как о лентяе, то есть есть люди, которые по жизни, собственно, lazy, а если я хочу быть в моменте, в ресурсе, или, например, как вы говорите, she is rude and she is being rude. Первое, это когда мы говорим вообще, даем характеристику человеку. Второе, это когда мы говорим в этот конкретный момент, здесь и сейчас, по жизни человек таким не является. Так вот, lazy это больше, когда вы говорите про вообще. Есть другое слово, когда мы хотим именно сказать сейчас, в данный момент, по отношению к этой работе или по отношению к этому делу. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Итак, нам понадобится глагол slack. Slack может быть не только глаголом, собственно, но и существительным. Если вы посмотрите в словаре, slack имеет разные совершенно переводы, но можно его подвести к значению поблажка, послабление. То есть вообще slack близок по переводу к прилагательному lax, когда что-то расхлябанное, расслабленное. То есть согласитесь, когда мы работаем или в пол силы, спустя рукава, или вообще не работаем, баклуши бьем, балду пинаем, вот можно как-то все-таки его притянуть за уши к этому значению. То есть slack является и существительным, и глаголом. Мы будем его использовать в этих обеих, как эти обе части речи. Как глагол slack переводится лениться. То есть если вы человеку скажете, например, no slacking или do not slack, то вы ему говорите: не ленись, не лодерничай, все возможные синонимы, которые вы хотите подобрать в данный момент. То есть если мы сравним два предложения don't be lazy, в основном это все-таки общая категория, характеризуем человека, или нужен очень-очень узкий контекст, чтобы было понятно, что это про здесь и сейчас, а не вообще. Со словом slack таких недопониманий не возникнет, поэтому don't slack, stop slacking, get back to work. Теперь есть фразовый глагол slack off. Slack off это вот как раз когда мы работаем не в полную силу. То есть здесь уже меняется смысл слова не вообще ничего не делать, а делать работу как-то вяло. То есть в полсилы. Do a sloppy job. Да? Slack off. И это, кстати, частый фразовый глагол в контексте какой-то работы. То есть если вы в офисе где-то, либо если вы кому-то дали задание, либо если вы тинейджер и родители вам часто говорят: хватит лодерничать, давай быстро работай, это как раз будет глагол slack или slack off. То есть slack вообще лентяйничать в данный момент, а slack off делать какую-то работу, но делать не так, как нужно. No time to slack off. У нас нет времени работать в полсилы. Давайте серьезно, тщательно, как следует. Очень часто в русском языке мы говорим давай уж как следует. Да? То есть от обратного идем в английский язык. No time to slack off или stop slacking off. Start working. Start working. Stop slacking off. Не надо работать спустя рукава, работаем как нужно. Are you slacking? Get back to work. Are you slacking? Get back to work. Здесь просто глагол slack, то есть это получается лениться, да? То есть не ленись, давай
Работаем. Продолжаем работать. Get back to work. Может быть, человек на обеде был, заходит начальник, начало командир и говорит, ага, бла-бла-бла-бла, alright, stop slacking up, get back to work. Хватит. Прохлаждаться, работаем. Работа сама себя не сделает. I can't afford to slack off. I gotta get blah-blah-blah. I can't afford to slack off. Это непозволительная роскошь для меня делать работу не в полную силу. Может быть, у вас какой-то дедлайн, и вам нужно успеть к этому сроку все закончить, и вы you can't afford. Это непозволительная роскошь для меня, не могу. Здесь can afford используется не в своем прямом смысле, когда мы говорим о деньгах, а в смысле времени. А как говорится, время – деньги. I've gotta get бла-бла-бла. Может быть, вам куда-то нужно уехать в какой-то город, в какую-то организацию, в банк пойти и так далее. Что с артиклем, кстати, помните, да? I had to slack off because I was sick. Все мы когда-то бываем больны, кто-то на голову, кто-то временно с простудой. Тем не менее, здесь речь про простуду, временное недомогание. То есть I had to. Мне пришлось поработать не очень эффективно, потому что у меня была простуда, я был болен. This year I'm committed to doing things and not slack off. В этом году я намерен, у меня четкая установка работать как следует и не сочковать, делать все как нужно. Есть выражение с предлогом, предлог, запоминайте, будет on. Slack off on. Jackson is afraid to slack off on exercise. Джексон боится дать слабину тренировкам или боится заниматься не так интенсивно. Может быть, он готовится к каким-то соревнованиям, и если он там не сделает нужное количество упражнений каких-то, у него все пойдет не так, потеряет вес и так далее. После предлога у нас всегда ставится существительное. Идиома cut someone or somebody some slack. Cut somebody some slack. Вообще slack может быть какой-то кусок мяса вы отрезаете, собственно, да. Но здесь, конечно, не про мясо. Окей. Синоним cut me some slack это take it easy или give me a break. Представьте ситуацию, когда вы только устроились на работу, от вас требуют полной отдачи, вы вообще ничего не знаете, вы только учите, как пользоваться принтером, компьютером и так далее. И босс вызывает вас на ковер, и вы ему говорите, cut me some slack. It's my first day at work. Cut me some slack. It's my first day at work. Что это значит? Вы говорите, можно как-то полегче, take it easy on me, or give me a break. Seriously, geez, it's my first day at work. Первый день на работе, можно как-то ко мне не так серьезно или строго, наверное, относиться? Дайте мне время, я научусь, и все будет нормально. Cut me some slack. Или очень часто в разговоре всплывает, например, когда вы говорите, нужно всегда быть готовым и в форме, вам поблажки делать никто не будет. Знаете, вот эти учителя, которые любят эти вот inspirational quotes, inspirational speeches делать студентам, когда студенты-тинейджеры, они на будущее думают только на ближайшие 2 дня, то есть выходные, а в долгой перспективе, просто бесполезно, это трата времени. И они говорят, типа, вот, никто вам поблажки, nobody is going to cut you slack, nobody is gonna cut you slack. Никто вам поблажки делать не будет, никто вам мясо не нарежет. Помоги себе сам. К слову сказать, все примеры, которые сегодня я озвучил, я взял из языкового корпуса. Слово slack может быть существительным. Как существительное мы его будем использовать в выражении делать поблажку. Cut somebody some slack или просто cut somebody slack. Как глагол мы его используем в значении не ленись. Stop slacking, don't slack или do not slack around. Если мы хотим сказать, что человек работает недостаточно усердно, не в полную силу, мы добавляем предлог OFF и говорим slack off. Если мы хотим поставить какое-то существительное, мы используем предлог on, slack off, on something. Такое маленькое замечание. Помните, что Youglish — это не языковой корпус, это лишь малая часть того, что происходит в английском языке, и у Youglish в большинстве своем формальный или полуформальный регистр. То есть много из того, что используется в фильмах и в сериалах, вы там просто можете не найти в силу того, что регистр не является casual English.
Я знаю, что многие полагаются на Youglish и думают, если там они ничего не нашли, значит такого нет. No. Это дополнительный ресурс, изначально создан для того, чтобы научиться произносить какие-то фразы. Вот если вы хотите увидеть произношение фразы, slack, slacking и так далее, как оно соединяется с другими частями речи, добро пожаловать на Youglish. Но не стоит думать, что Youglish это показатель того, как часто используется слово или фраза в речи. На этом все. Я желаю всем отличных выходных. Stay dry. Это был Кирилл из Центральной или Южной Америки. Всем пока. Any young people who are slacking off or thinking about dropping out? I was totally slacking on it. My friend. How we're slacking off. Immediately, I start slacking off when it comes to my goals. I really want to encourage you, if you've been slacking on eating your greens lately, especially your dark leafy. Let's say that colleague is always slacking off and dumping extra work on you. There's always something that you're slacking on. You can't spend 100% of your time. Otherwise, you will find yourself slacking. When somebody else is slacking off and you end up doing their job too. Somewhere where no one will see you slacking off at work. But the good news for those of you who are slacking just like me is that there are So you're not thinking about work 24/7, and you're also not slacking off when you should be working.